Привет, с вами проект Power Device, здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны, и сейчас я покажу вам, как установить новую версию Gemini искусственный интеллект и какие новые фишки данная версия несет. В первую очередь стоит сказать, как установить этот искусственный интеллект я показывал на своем канале. Если вы этого еще не знаете, ссылку на то видео оставлю здесь в описании. Здесь в доступе есть много полезных и интересных фишек, обо всем этом я уже рассказывал на своем канале. Например, одно из последних нововведений Gemini – это создание вот таких изображений в вертикальном формате. Когда вы скачиваете данное изображение на телефон, оно приобретает максимальное качество. Таким образом можно создавать, например, даже обои на телефон и так далее. О создании таких изображений я рассказывал в одном из своих предыдущих роликов, а сейчас мы установим новейшую последнюю версию Gemini. И далее покажу, что в ней изменилось. В первую очередь, друзья, вам нужно скачать эту версию. Как обычно, загружу ее в свой телеграм-канал, ссылка будет в описании под этим роликом. Весит она совсем немного, почти 3 мегабайта. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, здесь я публикую много полезного и интересного, так вы ничего не пропустите. Итак, посмотрите, вот такой zip-файл вы скачали. Если он не появится в вашем проводнике, зайдите в хранилище, папка Download, Telegram, здесь вы его и найдете. Данный файл можно не разархивировать, оставить его в изначальном виде. Он находится в формате APKS. Именно с помощью этого формата вы сможете установить его на большинство моделей Android-телефонов. Для установки нам нужно зайти в Play Market, нажимаем поиск, пишем в поиске SAE. Нам нужно вот такое приложение. Установите его себе на телефон. APKS Installer. Приложение у нас установлено, заходим в него. Если у вас телефон Xiaomi, не обращайте внимания на эту надпись. Идем вниз. Дожидаемся, пока вот здесь появится следующая кнопка. Нам сообщают, что в некоторых версиях MIUI нужно отключать оптимизацию. В большинстве случаев это делать не нужно. Просто дождитесь, пока появится кнопка «Продолжить». Нажимаем ее. Жмем сюда. Установить АПК. Системный файл Picker. Если будет просить разрешение, поставьте галочку. Здесь нажимаем ОК. Скорее всего, у вас также откроется вот такой проводник. Далее я делал следующее, пока его сворачиваю. Иду в родной проводник Xiaomi. Теперь удерживаю вот на этом файле, который мы качали. Нажимаю «Переместить» и перемещаю его в любую папку для своего удобства. Далее возвращаясь в тот проводник. Нажимаю здесь 3 полоски. Мое устройство. У себя я перекинул zip-архив в папку APK. Вот он, данный архив. Нажимаю на него. Теперь, друзья, идем вниз и проставляем все галочки. Все до единой галочки проставлены, нажимаем «Установить». У меня оно уже было установлено. Если вы вообще первый раз устанавливаете Gemini, тогда вам нужно будет зайти в настройки перед тем, как его запускать. На Xiaomi вот такая вкладка «Другие способы подключения». Заходим сюда. Частный DNS-сервер. И вот здесь нужно прописывать данный сервер. Есть не только такой вариант, другие варианты я оставлял в своем телеграм-канале. Повторюсь, обо всем этом я рассказывал в предыдущих роликах. Далее на вашем последнем рабочем столе появится вот такой ярлык. Gemini можно запускать как с этого ярлыка, так и с угла экрана вот таким образом. Но для этого у вас должны быть включены жесты, как у меня, без кнопок. Например, я не пользуюсь ярлыком на рабочем столе, я его вызываю в основном вот так, либо через такой виджет. Именно этот виджет добавили в новой версии Gemini. Сейчас мы к нему вернемся, а пока что также рекомендую зайти вам в Play Market, пишем Google и обновляем вот это главное приложение. Вот оно. Также советую спуститься здесь вниз и вступить в бета-тестеры. Именно самые последние версии данного приложения дают дополнительные фишки. И когда вы установите новую версию Gemini, возможно, она вас попросит обновить это приложение от Google, так как они связаны. Поэтому я заранее об этом вам сказал. Итак, после установки новой версии Gemini делаем щипок, виджеты. На Xiaomi я захожу в виджеты Android, сюда. Спускаясь в самый низ, в основном такие виджеты появляются в самом низу. Вот они. Новые виджеты. У данной версии добавили вот такой виджет. И если вы пользуетесь этим искусственным интеллектом, то данный виджет очень кстати. Сейчас объясню почему. Смотрите, если мы вызываем Gemini с угла, то открывается вот такое сообщение.
И дальше мы должны заходить в разные его функции, в Live режим, либо в печатный режим. Это все разные форматы. Также в Live режиме вот здесь есть еще дополнительные функции, вот они. Обо всем этом я рассказывал в предыдущих роликах. Так вот, данный виджет позволяет нам попасть сразу в какую-то определенную опцию, в печатную версию. Либо, например, в Live формат. Данный виджет имеет не только 3 такие кнопки. Если на нем удержать, немного подвигать, его можно растягивать в любом направлении. Вот так. Либо вот так. Здесь появляются все основные функции Gemini. Этот виджет позволяет даже измениться до размера значка. Вот так. Также зайдем в Live формат. Смотрите, друзья, вот здесь в последних версиях Gemini появился дополнительный ярлык. Сейчас я включу Live формат, и данный ярлык позволит мне включать субтитры, либо отключать их. Скажи, пожалуйста, когда ты сможешь создавать видео? Над этой функцией еще работают, но я надеюсь, что смогу создавать видео уже совсем скоро. Но еще, друзья, очень важно, не просто так данная функция несет нам субтитры. Раньше, если у нас был включен беззвучный режим, либо если мы заходили в Gemini и уменьшали здесь громкость на полную, тогда она говорила нам: добавьте громкость, чтобы я могла общаться с вами в Live режиме. Теперь же, друзья, как вы уже, наверное, догадались, смотрите, я включаю беззвучный режим, громкость у меня выключена полностью, я захожу в Live режим, субтитры активированы. Привет, ты меня слышишь? Таким вот образом мы сможем общаться с Gemini в беззвучном режиме. В определенных ситуациях это может оказаться очень полезным. Если у вас по поводу этого остались какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем чате телеграм-канала Power Device. Постараемся вам помочь. Подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм-канал. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.